Алло, это Сергей, ваш маленький дота-помощник. Чем могу помочь? Рассказать про варды? Это я могу. Vision — одна из самых ключевых вещей в доте. Почти все крутые вещи, что когда-либо происходили на профессиональной сцене, это все так или иначе было связано с тем, что тех или иных героев было видно. Все самые крутые скиллы, все самые клатчевые моменты, все вертится вокруг Vision. И кроме Vision от крипов и героев, основной источник — это варды. Учитывая механики игры современной, варды очень-очень выгодно разбивать. Добрые Valve подсказывают нам вот о таких горках. Они меняются в течение разных патчей, горки меняются, их местоположения меняются. Единственное, что их всегда объединяло, то, что горки всегда дают большое количество Vision из-за того, что они находятся выше, и все вот эти зоны, они абсолютно всегда видны. Очевидная проблема этих горок и Vision, вот этого преобладающего, что они дают, это то, что все заинтересованы вот этот Vision в первую очередь снять. Это деньги суппорту, он окупает центры, и чем глубже заходит игра, тем больше он вообще денег с этого получает. В современной доте на высоком уровне и в профессиональных играх это не самые крутые варды, которые вы можете поставить. Но, безусловно, такие варды будут абсолютно всегда стоять, если начинаются драки. Тот, кто успел первый поставить вард, имеет некое преимущество. Иногда бывает такое, что обе команды ставят, если драка происходит где-то здесь, варды, вот в эту горку. Этого уже хватает, то, что вот на эту драку у вас есть какое-то преимущество на Vision, даже если его снимут, или вы сами поняли, что его обязательно снимут, вы можете его разбивать, такой вот небольшой майнгеймс. Но основная идея вот этих всех вардов на горке в том, что если вы можете воспользоваться здесь сейчас этим Vision, либо вы в состоянии драться за него, если враги побегут это снимать, вы можете его забрать, либо это вы поставили как-то со смока, при этом на ранних минутах, когда враг еще не думает, либо вы вообще ставите врага на понт, что он будет думать, вряд ли они поставят Vision на горке, они же профессионалы, наверняка это где-то более хитрый вард, а вы ограничиваетесь вот этим. Варды на горках — это не то, чем можно гордиться, их легко снимать, и их можно снимать также и не подводя куриц, да, вот очень популярно, быстро поставил, предположим, это не мой вард, а вражеский, вот мы его сняли. Поэтому и появляются такие значения, вот как более сники варды, которые менее очевидные. В моем представлении, если честно, вот вторая стадия, наверное, Vision — это вот такой вард. Он уже является более хитрым, чем такой вард. Безусловно, он дает меньше обзора. Но если враг поставит вот такую сентрю, я называю это ленивая сентря, это где у вас нету либо скилла, чтобы зачекать горку. Некоторые герои обладают такой возможностью, и они даже без подвода курицы или без помощи какого-то тиммейта, который кинул скилл, могут поставить уже вот такую сентрю. И такая сентрия уже достанет этот вард. И этот вард, безусловно, будет менее хитрый, например, чем этот вард. И вообще, чем дальше вы ставите варды от горок, тем меньше шансов, что их задевардят быстро. Но, безусловно, они могут показывать менее большой обзор. Все должно крутиться вокруг, в моем представлении, вокруг нескольких вещей. Первое, где вам нужно видеть передвижение врага. Возможно, от осознавания того, что враг фармит лес, или враг бежит чекать руну, ваш набор героев или ваша стратегия не может никак этим воспользоваться. Или, что не менее важно, вы не видите передвижение вражеских суппортов, следовательно, вы не можете понять, где у них могут стоять варды, потому что вы их не видите, и они могут поставить их где угодно, и вы не получите дополнительные деньги за вот эти вот самые варды. И самое важное, что вас могут где-то видеть. Поэтому не думаю, что нужно зацикливаться и всегда иметь максимальный обзор. Нужно просто думать о том, что вам вообще нужно. Возможно, даже не самая плохая идея убить вот этот тауэр и вместо него поставить опс.
вы не будете видеть, как враг там фармит лес, но зато вы будете видеть вот эту зону, которая может вам дать понять, пушит ли враг эту линию, да, можете ли вы с этим что-то придумать, или вам нужен, например, вы хотите точно знать, когда враг зафармит, там, предположительно, какой-то стак эншентов, и вот вы стремитесь поставить этот вижен и пытаетесь его реализовать. Но нужно понимать, что практически любое удачное действие под вашим вардом, скорее всего, сведется к тому, что этот вард снимут. Потому что враг будет думать, каким образом, если они не видят меня, да, они сюда дошли. И то есть первая будет мысль, то, что, скорее всего, враг успел поставить варды. И вот они снимаются. И вы можете, так сказать, сделать мув и, возможно, даже снять вард, если вы уверены, что вражеские суппорты добросовестные, и они могут заработать лишнее золото. И вы в любом случае никак не можете реализовать варды. Моя философия вижена — это... Чем дольше он стоит, чем дольше его там не снимают, чем больше вы героев увидите, как бы это ни банально, да, было под этим вардом, чем больше он дает вам какую-то информацию, которую вы именно можете реализовать, а не просто бесполезная информация по типу «тут есть герой». Абсолютно я начинал с того, что все крутые мувы, они так или иначе в доте происходили из-за того, что кто-то какую-то информацию получал. Просто нужно проявить фантазию, понять, что вы ожидаете, что будет делать дальше враг, где бы вам помогло знание, что здесь есть тот или иной герой. Если с горками все становится абсолютно понятно, ну вот возьмем, например, вот эту горку. Она дает довольно-таки много обзоров на вход в лес вот с этой стороны Рейдентовского. Очевидно, что хотелось бы иметь вот всегда такой вард, чтобы ваш керри в безопасности здесь фармил, либо вы всегда знали о передвижении противника, возможно, в сторону этого таура, либо, если игра немного затянулась, выход вот в этот таур. Но очень велика вероятность, что такой вард снимут. Поэтому я бы вам предложил бы споты немного подальше от этой горки. Они будут видеть гораздо меньше. Сейчас продемонстрирую. Но вы все равно можете получить необходимую информацию перед передвижением. Не такую полную, не абсолютно сразу, не со всех энглов. Но если вы заметите здесь вражеских героев, это уже все равно вам даст небольшое преимущество над противником. Просто вы не сможете, скорее всего, воспользоваться виженом и напасть на кого здесь хотите. Это точно вас подтолкнет на какие-то действия. Или, может быть, вы заметите вражеского суппорта, который, опять-таки, бежит с вардами. Это вот самое страшное, что может со мной произойти. Это вот если я буду свои варды ставить на вражеских вардах. А если вы убиваете вражеские товары или хотите захватывать вражескую территорию, было бы круто поставить какой-нибудь аккуратно сники вардик. Но если меня увидят на этом варде, безусловно, будет гораздо сложнее это все сделать. Ну, точнее, я это поставлю, но мне это разобьют. Это все же будет маленькая победа противника. Как бы не хотелось лишний раз поставить в горку, лишний раз подумайте о том. Может быть, вы играете против противников, которые по какой-то причине меньше внимания уделяют девардингу, либо в целом они не контролируют какие-то территории. И в этом плане все легче. Но если ситуация в игре тяжелая, нужно всегда абстрагироваться как-то от легких спотов, где могут зачекать. Особенно абстрагироваться от рейнджа сентри в горку. Вот это ленивая сентри, если еще, не дай бог, вот это что-то заденет, какой-то из этих вардов будет крайне неприятно. По мере того, как игра проходит, сносятся товара, вы будете заинтересованы в том, чтобы занимать больше вражеских зон. Опять вот эта вот горка. Нежелательно здесь на протяжении всей игры иметь вижен. Но, безусловно, если вы хотите проставить вижен где-то здесь, скорее всего, вам придется, да, поставить какую-то сентру, зачекать здесь курицей, ну, либо вот ленивая сентра, раздевардить, или просто посмотреть, что здесь нет варда. И уже понадеяться, что, опять же, враг не имеет варда где-то, да, здесь, возможно, есть споты, здесь есть споты. И вот вы уже поставили такой вард, он, безусловно, будет видеть меньше, чем даже вот такой вард, но шансов, что его снимут, опять же, о нем будут думать в первую очередь, потому что это горка, и если кто-то заинтересован в чем-то снимать, то точно будут проходиться по горкам. Довольно-таки распространено было в определенных метах, и сейчас тоже это возможно, придумывать какие-то варды с съеденными деревьями. Спотов куча, и открываете там открытый сервер, свое лобби, пробуйте, экспериментируйте, смотрите, где можно спрятать, может быть, где-то можно съесть дерево, может быть, где-то есть спот, который прям крайне неожиданный.
Может быть, вы хотите видеть здесь линию. Может быть, такой вард может быть лучшей идеей. Может быть, даже такой вард может быть хорошей идеей, если вы сможете это как-то поставить из смока, либо ночью. Каких-то спотов, которые имбовые или нет, я точно выделить не смогу. Я сам пытаюсь всегда на регулярной основе менять какие-то споты вардов, чтобы у врагов не было определенной привычки игры против моей команды. Безусловно, я стремлюсь в определенных матчапах, точнее, в определенных стратегиях и в определенные минуты игры примерно одни и те же зоны, чтобы этот вижен держался. Просто из игры в игру эти зоны будут меняться. Для матчмейкингов, мне кажется, немного отдельная тема, такой как Kill Vision, там эффективные матчмейкинги, и, возможно, он даже должен кардинально меняться в зависимости от брекета, в котором играются. То есть я вполне могу представить, что low MMR bracket, где игроки имеют достаточно мало опыта и, соответственно, медленно принимают решения, возможно, для них как раз-таки эффективно будет видеть врага там долго в лесу, чтобы сообразить, пойти его убить или нет. Но в high MMR брекетах за этим больше следят, что такие варды в первую очередь снимут, а во-вторых, я не уверен, что всегда хочется реализовать вижен на врага, который фармит лес. Возможно, вы больше заинтересованы в том, чтобы напасть на героя, который показался на линии, и уже сразу же на него напасть. Либо, возможно, вы заинтересованы больше в контроле руны. Вижен в миде — это вообще отдельная тема, и команда, которая преобладает виженом под мидом, она имеет абсолютно всегда некое преимущество в игре. Вариантов, где могут стоять варды, просто уйма. Даже вот такие вот варды, да, против специфичных героев по типу Тинкера, которые очень любят прыгать с блинка в кусты и спамить отсюда, может быть, какие-то тринты, худвинки, все, что связано с деревьями. Это все может меняться из игры в игру. Отличие Radiant от Dire — это лишь в том, какие вы товара будете сносить первые. Вы, безусловно, не можете за Dire сломать себе вышку эту. Она за вас. Вы можете сломать эту. И, скорее всего, у вас вижен уже будет идти глубже к врагу. Но бывают такие игры, где вы, наоборот, в глухой обороне. Или вы вообще играете против каких-то там баунти-хантеров, которые просто играют на вашей территории. И вы обязаны защищать своих куриц, чтобы он не воровал экспириенс. Может быть, вам понадобится опт-сентри здесь. Вот представим, что это не Radiant, мой герой, а Dire. Также немаловажно обладать виженом вокруг Рошена. Это практически основной объектив в компетитив играх. Ни одна игра не заканчивается, как правило, без убийства как минимум одного Рошена. Команда, которая контролирует вижен на Рошене. Вражеская команда не имеет возможности с какими-то скиллами зачекать Рошана, имеет некое преимущество. Они знают, когда враг заходит на Рошана, и также они будут осознавать, что враг не знает, когда они бьют Рошана. А это большой стресс. Безусловно, вы можете и проигрывать игры, где у вас есть полный контроль над картой, где вы видите все передвижения врага, просто потому что вы неудачно дали спылы, но абсолютно всегда ваша вероятность успеха будет выше, если вы видите врага, а он вас нет. Это аксиома, наверное, с которой бесполезно спорить. В заключение, остерегайтесь горок, не ведитесь на вот этот значок. Он очень прельщает, так сказать, поставить сюда вард, но все, что в рейнже вот этой горочки, это очень-очень-очень-очень-очень ленивые варды. Но, безусловно, вы тоже имеете абсолютно полное право их ставить. Просто если вы можете реализовать это здесь сейчас, либо это вард на драку, либо это в целом вы контролируете эту зону и готов, если что, даже за убийство этого врага убить героя, в принципе, это все в своем роде оправдывает. Важно мыслите и адаптируйте под то, что всегда делает враг. Может быть, если вам убили один раз такого рода вард, или вообще какой-то сники вард убили, может быть, вам надо в игре понять, что я что-то делаю не так, меня где-то было видно до этого, либо они очень стараются раздевать какую-то зону. Может быть, мне стоит смириться с тем, что я не могу здесь больше ставить вижен и сконцентрировать вижен под мидом, либо сконцентрировать вижен в какой-то другой части леса, либо в целом просто попытаться скопить какое-то количество вардов и со смока проставить их еще глубже, где у врага будет еще меньше шансов их задевардить. Также в какой-то момент игры, так или иначе, сентри подходит к концу. Если суппорты довольно-таки добросовестно выполняли работу, и игра того требовала. И на помощь всем уже приходит гем. Гем
относительно нечестный артефакт по отношению к вашим аккуратно поставленным вардам. Вы придумываете какие-нибудь споты, но гем видит все. Но у него есть тоже свои минусы в виде ренджа. Вы можете, например, дневным виженом видеть какую-то зону, но если вы не подойдете достаточно близко, вы не увидите варда. Все же у гема есть 900 ренджи, и каких-то особенных советов по как поставить вижен против гема довольно-таки сложно взять. Все зависит от того, насколько враг терпеливый. В теории, если враг достаточно терпеливый и готов чекать всю карту с этим гемом, нет возможности у вас поставить куда-то вард. Учитывая то, что гем еще облегчает задачу чекать горки, да, это трюк, который довольно-таки известен и популярен в массах. Положить гема рядом с горкой, он и видит то, что здесь происходит, и вард. То есть артефакт просто создан для того, чтобы ломать ваши хитрые гениальные варды. То есть, скорее всего, все, что вам остается, это надеяться на то, что враг с гемом, именно герой, который бегает с гемом, не будет играть в какой-то части карты, вы оставляете вижен там, либо вы копите варды под драки. Точно не будет ничего плохого, если драка начнется, вы воткнули в ближайшую горку, и у вас есть некое преимущество там на секунд 10 драки, чтобы подраться получше. Может быть, враг вообще оттуда идет, и вы еще под этим вардом сыграете. Может быть, если вы оттуда отходите, можете вард сломать. У кого есть свободное время, кому нравится всем этим заниматься, уверен, может прийти к гораздо более крутым вардам, чем даже сейчас ставят на профессиональной сцене. Аспект игры крутой, не всем советую. Иногда бывает довольно депрессивно, когда у вас ничего не получается, ваш вижен постоянно сбивает, вы чувствуете некую вину перед командой, что вы поставили такие варды, что их сняли. Это жизнь. Не всегда будут самые лучшие игры. Так, на этом все. С вами был Серега, ваш маленький дота-помощник. Смотрите и другие видео на нашем канале. Пока! Вам понравилось? Мне понравилось. Тут-то, надеюсь, было уместно.